Всем привет! Машины семейства Lana Sense и в этом роде. Если у вас замучил скрип в задней части салона, вот я попроверял все. Машину, сайлентблоки новые стоят, амортизаторы новые, все равно что-то скрипит, пищит. Вот такой вот звук. Это сиденье. И, кстати, как ни странно, и по нормальной дороге, и по не очень. Так, немножко вот так вот скрипит, подскрипывает. Ну, кажется, как будто с нижней части автомобиля. Для этого надо открутить сиденье. Вот такое вот есть цилиндрической формы направляющая, которая входит вот здесь вот такое отверстие пластмассовое или какая-то жесткая пластмасса. Это оно там ходит и скрипит, как вот вы слышите, туда-сюда. Будем лечить литолом. Сейчас смажем. Вот литольчик у меня. Вот литол 24. Берем и смазываем. Много не ложите. Проверим. Все-таки, я думаю, должно прокатить. Прям в это отверстие засунем. Ну еще и когда закручивать, надо отрегулировать, чтобы оно там получше, пожестче все было. Для этого нужно будет открутить тут два болта, которые заходят вот сюда. Вот. Где она тут видно? Солнце падает. Вот сюда. На 12 ключ. Вот такой вот. Потом вторую часть придется откручивать. Еще тоже она тоже скрипит. Да, еще рекомендую. Обратите внимание. Обмотать изолентой. Потому что еще и об эту ерунду. Вот это вот тоже ходит и скрипит. Особенно когда вот тут защелочка. Чтоб снять же вот эту, поднимите вверх. Еще и об этом оно тоже, когда люди не сидят, пищит. Но сейчас уже конкретно началось даже пищит даже когда люди сидят. Я так подергал, проблема вот этой направляющей. Берем вот так вот, закручиваем. Итак, все закрутил. Нормально, крепенько. Берем, смотрим. Вот я. Смотрим. Вот я ее поднимаю. В этой части не пищит, уже не скрипит. Пищит там. Скорее всего, вторая. Вторая, либо вот это вот соединение тоже надо будет смазать с двумя вещами. Вот это кто тут. Ну реально кумарят уже. Люди едут, как-то неудобно, пищит, скрипит. Кто не в курсе, я думаю, вы уже в курсе, берет фишка. Вверх поднимаем, оно отщелкивается. Видите, что за байда. Тоже вот. Откручиваем два тоже на 12 и будем сейчас смазывать. То есть тут тоже направляющая, смажем хорошенечко литолом и посмотрим, что здесь может еще скрипеть. И ее тут тоже смазать, но аккуратнее, чтобы оно не потекло вам на сиденье, на ткань. Итак, ребята, вот после того, как снял узкую часть сиденья, назовем ее так. Сейчас еще снова пробуем. Пробуем подергать. Смотрите. Все. Реально скрипа нет. Вот я шатаю. Вперед-назад. Все, скрипа нет. Литол. Просто сухая. Сухая втулочка. Все, скрипа нет. Будем надеяться, что
будет все четко. Сейчас смажем еще коротенькую эту часть литолом. Так, литольчик. Вот отверстие. Длинную отверточку на маленькую беру. И прям туда, в втулочку эту. Вот так вот. Вот так взял, помазал. Еще сейчас чуть-чуть еще смажу саму втулку, потому что это просто этот скрип-писк просто нереальный. Уже прикумарил. Все. Да, еще хочу вам рассказать секрет, который мне рассказали. Еще также из-за вот этого проблема. Может быть, то есть обмотайте так 1-2, 1,5 витка, 2 виточка изоленточкой, и оно тоже тогда в этих местах не будет скрипеть. Вот здесь вот. Кстати, я, наверное, его тоже там помажу. И здесь тоже, наверное, смажу литолом. Хотя здесь, в принципе, не должно ничего быть. Да, еще хотел сказать, ну, я проверил, тут вообще очень жесткое крепление. Тут вообще ничего не скрипит. Ничего-то не скрипит, я смазать ничего не буду. Пусть лучше жесткое будет, все нормально здесь. Ну, трещоточка у меня есть тоже, нужно, чтобы быстрее запустить трещоткой. Итак, собрал конструкции. Проверяем. Здрасте. Проверяем. Все, ничего не скрипит. По крайней мере. Чуть-чуть скрипит, но это больше даже. Защелкнулось. Проверяем эту. Вообще ничего не скрипит. Тут четко вышло. Четко вышло, не скрипит. Ну еще в дороге, конечно, покажет. Тут есть люфт уже чуть-чуть. Люфтик есть. И опять же рекомендую вот это вот изолента здесь. И также вот здесь. Тогда скрипы, я думаю, уйдут. Ну, надеюсь, видео будет полезным для вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.